Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал, меня зовут Виктория. Сегодня расскажу вам про ароматы, которые всех бесят, но, друзья, у всех этих же ароматов есть поклонники. Это яркие, цепляющие ароматы, в которых есть какая-то необычная нота или сочетание. И поэтому, конечно же, у кого-то они вызывают любовь, чуть ли не с первого занюха, а у кого-то они вызывают какие-то негативные эмоции. Но я вообще, честно сказать, абсолютно не против, когда мне под видео пишут, что про какой-то аромат, который я хвалю или называю его даже комплиментарным, мне пишут: это ужасно, я вообще это не смогла носить, мне от этого аромата плохо, он на мне раскрывается чем-то там страшным. Я не против, если это все пишется в уважительной форме, потому что, повторяю, у каждого аромата, который бесит, есть все равно поклонники, да, не будем портить людям аппетит и друг другу, соответственно. Все к делу. И первый аромат — это моя любовь. Это было мое парфюмерное я, теперь я нашла новенькое. Если хотите узнать, то смотрите мои шорты, либо смотрите Телеграм. Кстати, подпишитесь на Телеграм-канал Victoria Day Live. Я выкладываю туда все эти ролики, да, если не грузится у вас YouTube или проблемы, подпишитесь обязательно. Рассказываю про свою жизнь в Испании, про котиков, конечно, про парфюмы. И мой промокод рандеву 10 Victory, скидка на все, покупка от 2500 рублей. И в рандеву надо отслеживать цену. То есть вы кладете в корзину, и вам приходит уведомление, если цена снизилась, либо что-то появилось. В рандеву, кстати, частенько появляются новинки люксовой парфюмерии. Я рассказываю, мне пишут: а вот у нас нет, а я их частенько нахожу в рандеву. Иногда они еще подсвечены, что недоступны, но если положите в корзину, вам сразу придет уведомление, и частенько на них есть отливанты и сэмплы. Это важно, да? Потому что я могу расписывать новинку, что в нее влюбилась, на вас не сядет. Все, к делу. Путен де Паласис. Ну, с этим названием, просто вообще одно название, да, уже людей бесит и триггерит. Я совсем недавно решила его прям перевести, так сказать, да, не просто читать в интернете, просто забить в переводчик. И оказалось, что перевод «чёртовы дворцы», даже слово «чёртовы» можно поменять на какое-то более грубое, а многие говорят, что это путаны во дворцах. Кто-то даже говорил, что это гостиничная распущенная женщина. Одно название уже людей триггерит. Если зайдете на фрагрантику, или вот когда я упоминаю этот аромат, как там шлейфовый, комплиментарный, просто мое парфюмерное я, какие мне ужасы только не пишут. Я обычно не вступаю в дебаты, когда выражено мнение очень вежливо, но когда пишут как-то, знаете, подъюбочный мускус. Вот как мне писала девушка в комментариях. Я ей говорю: я не знаю, о чем вы говорите, я просто не знаю, что это за запах, извините меня, я просто не понимаю, где это можно найти. И вот прям столько мне просто регулярно пишут про этот аромат, что это ужасно, это какие-то потные женщины, развратные, вот эти подъюбочный мускус, это просто меня добило. Что уж пишут на фрагрантике, я не говорю. Это поразительно, потому что здесь фиалковая пудра, здесь такая дегтярная кожа, здесь вообще нет никакого мускуса, вообще никакого. То есть кто пишет про мускус, тем более подъюбочный, я честно не знаю, что это за ассоциации. Тут его просто нет. Тут есть такой аромат свеженапечатанной продукции, там журнал глянцевый, например. То есть это фиалка, у нее есть такой аспект. И есть ванильные булочки. То есть такой аромат ванили, кондитерской. Почему-то у меня вот именно кажется, что это мне кажется, что это выпечка. Вот так вот. Вообще ничего криминального. Я не знаю, откуда эти ассоциации. Мне все-таки кажется, что это как-то связано вот с тем переводом «Путаны во дворце», потому что даже перевод «чёртовы дворцы», то есть это аромат, который может быть во дворцах, да, вот эти будуары, фиалковые пудры, какая-то кожа натуральная, такая дегтярная, грубая. Вот такой вот аромат. Я его обожаю. Почему сейчас это уже... Я говорю, что у меня, по-моему, появилось другое парфюмерное я. Я ношу, не снимая Госо от Жерабоу. Просто не снимая. Вот
И сегодня я опять в нем. У меня такого не было, не знаю, вот с момента ведения моей коллекции. Я даже путану оставила, потому что много тестила, хотелось новых впечатлений. На вот Коса вот просто захватил меня целиком. Так, следующий аромат. Это Нарцисса Родригес Фохио. Туалетная вода, это классика от Нарцисса Родригес. Ой, ну тут какой-то есть страшный мускус для людей. Я не чувствую тут мускуса вообще. Для меня мускус здесь придает аромату летучесть, диффузность. Он таким коконом садится аромат. Сам аромат это для меня цветущий флёр де оранж. В общем, я не чувствую мускус. Но практически под каждым видео, где я прям нахваливаю этот аромат, кто-то мне пишет, что это ужасный мускус, он свербит, он невыносим, он пахнет опять же чем-то потным, грязным и так далее. Опять же, да, когда это написано в такой вежливой форме по отношению ко мне и к другим людям, от я высказывания, да, что это мне так, ну вот так вот у меня, вообще только за, потому что люди часто ищут отзывы, и надо знать, что есть такая вероятность, что на кого-то так садится или так звучит, но ну, уважительно к другим людям, да, опять же, не утверждать, что там это подъюбочный мускус, а просто написать, ну вот мне кажется, вот такие у меня ассоциации, вот ну, у меня лично рождаются, и это лично для меня так. Окей, никаких вопросов. Но когда спорить и доказывать, что это именно так, это объективная реальность, а вы вообще что-то там напридумывали, человеку, у которого этот аромат есть, и он носит его уже в течение 10 лет, в общем, не забываем, что мы живем в субъективном мире. Burberry for Her Intense. Опять же, этот аромат у меня был в видео про комплементарные парфюмы. Это видео набрало нормально так просмотров, и вот там встречались, что это ужасно, что это невыносимо, что это от этого аромата просто кого-то тошнит, мутит, душит. Для меня это абсолютно не так, но когда я первый раз его потестила, он меня, честно говоря, тоже немного напугал. Но меня удивило то, что на этот аромат мои близкие стали мне делать комплименты, что он пахнет вкусно, таким клубничным вареньем. Мне сначала казалось, что он просто вот реально ложится каким-то вот таким такой надушенной, очень надушенной хлопковой тряпкой на лицо и просто душит тебя постепенно. Но на самом деле в шлейфе аромат правда. Потом я поняла, что он красивый, когда почувствовала его на ветру. Я вышла, нанесла на себя в магазин аромат. Это было в Питере. Я вышла и подул ветер, и это такой, правда, потрясающий аромат, такой шлейф теплый. У него есть, у этого аромата, как будто такая шершавая структура, и вот этот теплый, шершавый, согревающий шлейф с клубничным вареньем, именно варенье, даже пенка от варенья. Вот, там есть такой и варенье, и такая сладость, сахарность в аромате, сахарная вата даже. Вот я бы здесь тоже, кстати, сахарная клубничная вата прямо сейчас меня осенила, потому что вот эта структура. Это красиво, но опять же, меня всегда это поражает, когда кто-то делает на этот аромат комплименты и прям сходит с ума, а другие люди говорят, что это ужасно невыносимо. Поэтому вот такие, кстати, ароматы и как вот эти вот, на самом деле, все 3 перечисленные, я стараюсь не надевать в замкнутые пространства, где будет очень близкий контакт. И, ну, если я знаю, что есть такая реакция, то зачем я буду людей душить? Есть ароматы поспокойней. Но тоже спорные, кстати. Вот, например, The House of Oud, Breath of the Infinity, когда я тестила этот аромат в сэмпле, у меня был в аромабоксе, я думала, боже мой, ну так потрясающий, он такой вроде бы и сидит близко к коже, но так красиво шлейфит персика, пионом и кашмираном в базе. Я думаю, ну это просто супер универсально, это еще дорого звучит, тут еще амброксан, но он не громкий, он очень хорошо сбалансирован. И я думаю, ну это надеть куда угодно, это ну просто никого не будет никогда раздражать. И вот
Думаю, ну мне надо просто как можно больше этой драгоценности. Тут 75 миллилитров. Когда я его купила и стала о нем уже рассказывать как о целом флаконе, да, ну просто я стала уже часто о нем рассказывать, а еще Таня Шеремет отправляла его на слепые затесты, и оказалось, что люди тут чувствуют какие-то мокрые, протухшие тряпки. То есть это не просто вот, ну, мокрая ткань в чистой воде. Нет, не свежевыстиранные. Это какие-то протухшие тряпки. Я до сих пор не чувствую этого здесь. Но этот аромат спасает то, что он все-таки не супер шлейфовый, он не громкий, да, в отличие вот от вышеперечисленных ароматов. Это его спасает. Я все-таки могу его носить куда угодно, я не боюсь. Я, кстати, его и в шлейфе специально наносила на мужа, у него горячая кожа. Думаю, вдруг вот на нем я это начну ощущать. Нет, в шлейфе ни намека нет на это. Опять же, может быть восприятие, не знаю. У меня такой маленький от Левант, у меня просто дома находится флакон этого аромата. Это Красная Москва. Это Красная Москва. Мне лично, когда я первый раз попробовала этот аромат, у меня не было никаких связок с его прошлым. Почему-то у меня никто не пользовался, или я не помню, ни бабушки, ни прабабушки, ни мама. Я его, то есть практически я его не знала. Я знала, что существует такой аромат в мире, но я не пробовала его. Даже мысли не было. А тут я его стала парфманьяком, часто на него стала встречать отзывы. И люди, которые разбираются в парфюмерии, понимают, что это правда шедевр. Это нишевый аромат. Вот его заверни в другой флакон, в нишевый, да, и он будет стоить, я не знаю, 200 евро, 300 евро. Но у него есть все-таки эта вот привязка, да, те, кто помнит этот аромат еще из прошлого. В общем, я подошла, потестила его и просто думаю, это шикарно, это потрясающе. Это вначале тут есть кориандр, но я слышу как будто бы какой-то вот такой, как в Шалимаре, да, но это не покрышки, но это как будто бы такая грубая кожа, ну да, наравне с какой-нибудь покрышкой, то есть это что-то такое прям нишевое. Потом пудра фиалковая, цветы, гвоздика, роза. Это такой букет красивый. И ваниль в базе. Ваниль, причем она не выпирает, то есть она не вылезает наверх на главные роли, да, как часто сейчас в современных ароматах бывает, что ваниль вот просто все захватывает, все ноты слетают, и это какая-то ваниль с ароматизатором. Нет, тут ваниль придает сладости аромату, база она держит, никакого мускуса, это потрясающе, это красиво. Но у меня даже есть, кстати, видео с мужем, где он говорит, что это просто говорит, протирать там какие-то поверхности, чтобы бактерии убить. Это, говорит, вообще не парфюм, это невозможно, невыносимо. И я часто встречаю такие отзывы, что это просто, это нельзя носить в люди никогда. Но парадокс в том, что когда этот аромат раскрывается, даже мой муж сказал, слушай, ну, говорит, ну, ничего, на самом-то деле не так страшно, как вот он в старте звучит. И это особенно, когда аромат у меня настоялся, моему флакончику уже, не знаю, лет 10, наверное, он стал как будто сбалансировался. Он стал звучать намного лучше. Я помню в начале, когда я его тестила, там даже вот сначала спирт был, сейчас нет никакого спирта. Вот этот красивый, тягучий, горячий аромат, прям букет. Мне даже кажется, что это даже сексуальный аромат. Но, правда, вот здесь я в Испании я могу его тут носить, его никто не узнает, никто не поймет. А все-таки, да. В Питере я понимала, что этот аромат может вот в шлейфе вызвать какую-то ассоциацию, но я его все равно носила, но не там, где какой-то такой близкий контакт. Ну и вообще он очень шлейфовый, громкий, и его все-таки нельзя носить там, где близкий контакт. Так. Вот это аромат, это Coco Mademoiselle от Chanel. Этот аромат не выносит моя Ульяша, моя невестка. Я знаю людей, которые тоже его не выносят, и под видео мне писали, что это
очень такой аромат какой-то, не знаю, тетеньки, взрослой очень женщины, что как можно вообще на себя наносить такой раритет. Такое есть, такое мнение есть, но есть и противоположное, что это супер аромат, там это парфюмерное я, это на века, это классика, это не может выйти из моды, потому что оно не участвует уже в этих гонках. А, Он, конечно, вот очень громкий, он шлейфовый. У меня еще версия Intense, она немножечко помягче. Но вот эти пачули здесь фирменные, шанелевские пачули с мандаринами, с цитрусами. Тут есть жасмин, по-моему, роза там в базе. Но тут не чувствуются вообще цветы. Но когда ты его наносишь на себя, вот куда бы ты ни пришел, то люди вокруг, они как бы хотят, не хотят, им придется с этим ароматом жить. И он просто, правда, он может очень сильно кого-то обесить вот этим ярким сочетанием цитрусов пачули. Причем у меня интенс, как я сказала, помягче. Самая такая забористая — это туалетная вода, даже не парфюмерная, туалетная. Там вот этот перепад, этот аромат как-то звонче, ярче, острее звучит. Я бы не рекомендовала никому носить это в закрытом помещении с людьми, с другими, потому что, ну вот я от него кайфую. Но я видела, как человеку рядом со мной было просто плохо, он ждал, пока, ну это я про Ульяшку закончился, мы были на балете, она просто не могла дождаться, вылетела из зала. Конечно, не надо такие мучения людям устраивать. Шанель номер 5. Я в каких подборках его не упоминаю, кто-нибудь пишет, что это просто бабкин сундук, и как вообще можно сейчас об этом аромате говорить, рассказывать, что он, допустим, очень универсальный, он мягкий, но он такой и есть. Мне кажется, что многие люди немного предвзято относятся к Шанель номер 5, особенно если вот только тестили на блотере или на руке, в неподходящих погодных условиях, не на всей коже, не на любой коже он откроется, потому что я была из тех людей, кто тоже, меня он прям бесил. Знаете почему? Прям триггерил, вот так бы я сказала. Потому что многие блогеры, парфманьяки всегда восхищались этим ароматом. Но я подходила и думала, да вы издеваетесь. Это же какой-то стеклоочиститель просто. Это же какая-то просто альдегидная химозина и больше ничего. То есть я думаю, неужели правда людям это нравится? Вот, то есть они носят вот это вот звенящее что-то на себе и прям кайфуют. Я прям поверить не могла в это. Но я увлеклась Шанель. Ну и, конечно, руки дошли до 5 и нанесла на себя вот этот аромат. Ну, я, конечно, просто в магазине нанесла, и была жара. Я вышла, это изнуряющая жара, и этот аромат, который вдруг меня прям вот вытаскивает. Он тонизирует, он освежает. Альдегиды начали наконец-то растворяться, уходить. И, боже мой, какая красота открылась. Пудрово-кремовый, цветочный, ванильный аромат вот с этой ни на что не похожей альдегидной нотой, которую так никто, мне кажется, и не смог повторить, вот именно как в Шанель номер 5. Но многие, я думаю, пытались. Это правда надо именно вот открыть. Я думаю, что на самом деле вот эти вот альдегиды, да, которыми вот он звучит в начале, их правда никто не может, и никто не носит это, и ни у кого нет этого в шлейфе. Но этот аромат, правда, если вы и вот у вас так же, как у меня в начале было с Шанель номер 5, вы не понимаете, что там все нахваливают, и вообще правду ли они говорят. Вот раскрываю вам секрет, как можно, если вам хочется понять этот все-таки аромат, то попробуйте его в разные погодные условия, с разным настроением, может быть, даже в разном климате, да, если у вас есть такая возможность. Может быть, он и раскроется где-то вот так вот, как он должен звучать, красиво. Это Байреда Пальп. Никогда бы не подумала, что этот аромат может вызывать такие негативные эмоции и комментарии. Для меня это
просто витамины во флаконе. Причем я тут чувствую фрукты очень-очень спелые. У меня всегда ассоциация с Таиландом, потому что тут есть кардамон, то есть какие-то пряности свежие и очень-очень спелые, сладкие, такие сочные фрукты. Но мне пишут, я даже не помню, что там на фрагрантике писали, я этот аромат купила, не читая отзывы, а именно вот я его потестила на себе и просто влюбилась. Но мне пишут, что это какие-то просто испорченные фрукты, это какие-то сгнившие фрукты, и трава еще какая-то пожухлая, то есть какое-то вот такое вот мне писали про этот аромат. Я, конечно же, не могу с этим согласиться, потому что я этот аромат чувствую по-другому. Для меня он красивый, яркий, фруктовый, просто заряжающий энергией, витаминами, тонизирующий. Я его носила в Питере в такую вот промозглую, серую, слякотную погоду, когда там и тут и дождь, и снег одновременно, и там под ногами уже по колено снега, воды, грязи. И это просто был реально витамин для меня. Ну, кому-то вот так вот. Мне просто это всегда кажется настолько удивительным, но еще раз доказывает, насколько мы все разные. И это очень-очень хорошо. Хорошо, что мы все разные, и поэтому нам интересно жить, поэтому интересно всем вместе. Так, Дольче Габбана «Императрица». У меня ролик прям триггернуло всех, когда я сказала, что этот аромат теткинский, но я с таким мнением часто встречалась. Он не теткинский по звучанию, вот тут вот 100%, потому что это фрукты, это легкий аромат, но он сразу ассоциируется с определенной эпохой, с определенным временем, он прям вот туда откидывает. И только поэтому вот мне кажется, есть такое мнение. Я, опять же, повторюсь, я вообще не согласна, что есть реально теткинские, не теткинские ароматы. Для меня это дело вкуса. Для меня аромат не может, вообще ничего не может сделать человека либо старше, либо моложе. Это и вообще для меня в принципе вообще я не знаю, зачем как-то пытаться судить о человеке по его возрасту, по его парфюму, по его одежде. Я понимаю, почему у нас в психике заложено, мы хотим как-то идентифицировать, построить картину мира, чтобы нам было безопасно. Но опасность самая в том, что это все на самом деле неправда. Частенько за этой картинкой мы находим совершенно другого человека. Наше первое впечатление может быть обманчивым. Поэтому уж по парфюму судить о человеке, ну, как-то очень недальновидно. Так вот, но про этот аромат и есть вот такие отзывы, что это просто какие-то, опять же, да, как у меня, кстати, с Байреда Пальп, я вдруг поняла, что эти ароматы, правда, вот этим пересекаются. Тут, ой, господи, тут тоже очень-очень зрелые, созревшие, господи, как это говорится, созревшие, правильно я говорю, фрукты. Но здесь они полегче. Здесь нет кардамона. Здесь в базе он становится такой более косметический, как будто это какой-нибудь уходовый крем для тела или для лица. Может быть, даже какое-то уходовое средство для волос. То есть он куда-то вот в ту сторону уходит. Но стартует, правда, я слышу тут свежую, такую, правда, настоящую грушу. Я вообще не люблю груши в аромате, но тут я слышу ее незаявленную, и мне нравится. Есть, да, есть арбузная свежесть, но есть просто как будто тут много-много фруктов. И в чем для меня его уникальность, что нет какой-то там древесной подложки, я ее не слышу. Нет мускуса, на котором бы все это держалось, ванили, нет. Это правда вот фрукты, это коктейль фруктовый. Ну, не коктейль, коктейль это уже в другую сторону. Это скорее, да, какое-то вот в итоге косметическое средство с фруктовой, вкусной, красивой отдушкой. Но опять же, нет, вкусный тут тоже я забираю это слово назад, потому что вкусный обычно это для меня про гурманику, про еду. Тут вот с едой
в итоге нет ассоциаций. Так, почему бесят некоторые ароматы, если они кому-то не понравились, не зашли, и вот какая-то нота есть очень яркая, они начинают бесить. Ты не хочешь это слышать, а они прям сильно навязчивы. А когда аромат уже потише, поспокойней, в принципе, он уже, да, не бесит. Единственное, что вот меня из этой подборки, честно, вот просто поразило, когда я стала это мнение встречать. Ой, вот, друзья, такая подборочка из моих любимых ароматов, которые могут кого-то бесить. Но мне они все нравятся, я их ношу просто с осторожностью, да, если не говорить про вот, кстати, можно и императрицу, и The Breath of the Infinity можно все-таки носить. Остальные я прям вот нет, я их не надену куда-то, где близкий контакт, закрытое помещение, где надо людям сосредоточиться, да, а мой аромат будет вот у них вот так вот витать. Он может даже начать бесить, потому что слишком его много. Все. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Victoria Day Life. Про мой промокод в рандеводе сети Victory. Всем желаю хорошего настроения. Обязательно будьте счастливы. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.